Вы должны выпить кружку чая. Ну, у нас на этой неделе закончились визы польские. Всё, нам сказали ждать. Так, На личную такие, ну, подачу записаться невозможно. спасибо агентству, если вы нас смотрите. Вы Один вообще из классные. талантливейших представителей Беларуси. Не то, что мы. Холодник. Я еще никогда не готовила. Вы не представляете, какую вонючку он жует. Блин, я только что узнала, что это тайт. Вообще сервис в Икее — это вышка. Ребята, привет! Чуби, поздоровайся, поздоровайся. Привет, привет. Дайте я вас понюхаю. Дайте я вас понюхаю. Как вы там пахнете? Ой, смачно. Ребятки, мы врываемся с новым видео. Летним. Во-первых, мы хотели сообщить, что но это... новости не очень у нас. Новость не очень удачная, но есть хорошая. Начнем с хорошей. Это я сейчас. Есть хорошее, что сегодня вы должны выпить кружку чая за мое здоровье, потому что у меня первые выходные, когда мы втроем можем быть. У меня, короче, каникулы начались. 2 месяца, ребята, представляете, я так рада. Ну и есть плохая новость, где вы тоже должны выпить кружечку чая за нас. Расскажи, Саша. Ну, у нас на этой неделе закончились визы польские, все официально. А Мы как вы чуть-чуть понимаете? нелегалы. Ну, Карты побыта у нас нет. у нас даже нет ноль Печати. процесса. Да. Это же... Мы все еще ждем. Нам сказали ждать. Мы как бы ждем. Спасибо агентству, если вы нас смотрите. Конечно, они нас не смотрят. Если бы смотрели, блин, уже бы давно нам Не, помогли. мне кажется, они как Ну. раз таки вот только и делают, что смотрят в YouTube. Да, ну, Что не работают они. вообще, блин. Короче, ребят, не будем углубляться в эту тему, но вы знаете, что мы пока... Ну, как бы да, визы у нас закончились, Мгм. но суть в том, что пока в Польше действует режим пандемии, Угу. все визы рабочие продлеваются Да. на срок вот до окончания пандемии плюс месяц. Дай боже, она не закончится Да. в ближайшее время. Ну, как бы у меня на работе как бы все в курсе, менеджмент, и Мгм. если что, будут подключать юристов, быстро решать вопрос, если вдруг Почему они сейчас не закроют режим могут? пандемии. Я не знаю. М. Ну, просто наши документы, которые поданы почтой, мы ждем уже, наверное, 3-4 месяца, никаких новостей по этому поводу нет. Ну вот как-то так. На такие, личную ну, подачу записаться невозможно. Там даже Ни номер. агентство, ни Ну. телефон вообще, ну никак. Я не знаю. Потому что мне рассказали, что все агентства, они разбирают даты свободные. Да, а наше агентство какое-то... Какой-то немножко... Не, было бы обидно, если бы мы Непрофессионалы. сами платили за это. Ну да. Платит компания, но все Так равно мне хотелось кажется, бы какой-то сервис иметь все-таки за это. Ну им же... Ну блин, ладно. Короче, вот такая новость. Сам факт, как что-то изменится, что-то поменяется, мы вам расскажем. Надеюсь, нас не выгонят с Польши, с этим чумардосом. На самом деле так, в принципе-то у нас все хорошо. Да. Ой, у меня рука заболела. Слава богу, ребят. О, посмотрите, Вот какой просто- у меня комбез. Классный? Это у меня такой комбез, мне так нравится. Это я в Манго заказала уже давным-давно. А Сашка, дайте покажу. А Сашка вот такой весь белый. Ну, а Чупи, как всегда, красавец. И он и без одежды красавец. Голышок. Голышком наш Чупик. Он, смотрите, уже как зарос. Уже все, покажи мордочку. Чупи. Покажи мордочку. Ой, хорошая, красивая собака. Ну, вы видите, как он зарос. А так мы идем в магазин, все вместе, втроем. Мы вчера его опять оставили там на 45 минут одного. Господи, оставили диктофон. А, мы рассказывали, господи, как он выл, ребята. Его оставить одного просто невозможно. Ну, как оставить? Скажи, куда вы меня оставляете? Он еще чувствует, когда мы собираемся, уходим. Ну, в смысле, чувствует, видит, что мы когда собираемся, уходим, он сразу прыгает на ноги 2 лапами своими и говорит: куда вы? Куда вы? Да, Сашка? Да. Не хочет нас отпускать. Ну, а сейчас мы Да. идем. Идем в магазин, а еще, вот я не успел рассказать, мы переключились на комбинезон. На слово «слава» я среагировал, вспомнил, что мы хотели сходить на концерт стендап-комика из Беларуси Славы Комиссаренко. Он Угу. был в Лоде, но мы узнали за 2 дня, наверное. Да. И в итоге там ни с работы, ни с Чупи, ну, не сложилось у нас в итоге. К сожалению, да. Ну, Чуп еще, может, кому-нибудь доставили? Ну, или дома оставлять, Ну, да, или с кем. Ну, короче, не суть. И вообще, мы сегодня еще наткнулись на отрывок концерта в Варшаве. Блин, так смешно Наверное, было. оставим ссылку. Мы
прям посмеялись. Блин, было Жаль, что очень мы не смешно. попали на этот концерт. Я не видела еще ни талантливый. одного, да, я еще не видела ни одного такого смешного комика, который шутит так смешно про Лукашенко и вообще про то, что происходит. Короче, если интересно, посмотрите, он сейчас Да, живет в Польше. да, уже он жил везде. Да. В Беларуси, в России, в Украине. Ну, он об этом даже Да, он рассказывает. даже Поэтому, шутит там над тем. если кто-то не знаком с его творчеством, мы советуем глянуть. Да у него Один вообще из классная. талантливейших представителей Беларуси. Не то, что мы. Да ладно, мы тоже талантливые, ребят. Все, ладно, идем. Если удастся, поснимаем еще в магазине. Просто если будет не очень комфортно, вот с этим Если Капакеном, с ним пустят. вдруг с ним не пустят. Вот, тогда мы, конечно, наверное, Он не не умеет поснимаем. сидеть. Но. Да. Но мы хотели бы, у нас там планы закупиться орешками, ну, всяким таким вкусняшным, вкусняшкой. Вкусняшной вкусняшкой, ребят. Не могут же быть вкусняшки невкусные, правильно? На то они и вкусняшки. Все, мы поехали. Ой, пошли. Пошли. Ребят, ну не удержалась я поснимать Чупи. Мы его решили в рюкзак. Кстати, мы планируем купить ему такой же вот, ну, рюкзак, чтобы его носить, потому что в этом он особо не хочет Что-то сидеть. вообще первые Вылазь, пару раз ну. только нормально себя вел. Вылазит постоянно. А сейчас мы его, короче, засунули, вот так и сидит, лапы свесил. Эй, Чубайс, тебе нравится? Ну, сейчас ему лучше, он там стоит, что-то разглядывает. Чупи. Он любитель стоять. Да, лапах, поэтому он ему вот нравится. становится, и получается большая часть тела свисает. Да, а это не очень удобно. Все, короче, идем, пошли. Ну, как вы видите, мы в этих бесконечных рядах. Ашана, что упало? Упало что-то. Ладно, не согинайся, тут Чупи. Я согну. Ну все, уже после фисташку. Короче, мы взяли, как всегда. Ну, когда мы идем в Ашан, мы всегда берем вот эти чипсы, потому что очень вкусно. Взяли вот такой сыр, решили попробовать. Ну, не знаю, какой-то интересный. 200 грамм, 7 злотых. И вот я очень сильно хотела, это мой любимый сыр, с вот этот блю, как он называется? Ну, типа, ну, дорблю. Дорблю, но не это дорблю, какой-то да. Блю, гумаже, Ну, я не знаю, как он. Ну, грамаж. вот вкусно, мне нравится, что он с такой плесенью. Плесень это вкусная. Горгонзола. вот это. Ну, это О, французский, точно, ну, горгонзола. горгонзола Но это не итальянский, горгонзола, да. Ну, короче, мне нравится вот эта плесень, чтобы вы понимали. И мы взяли укропчик, потому что хотим сделать битые огурцы. И Сашка нашел очень такую красивую курагу мы взяли. И фисташки. А это, кстати, фисташки на скидке, и курага тоже на скидке. А, еще плюс, у Саши был день рождения, и нам еще... Сколько? 10% скидки? Да, ну, там скидка пару недель действует, вот уже один из последних дней. Мы Так что наконец- надо воспользоваться, ну. Чего я только не готовила, ребята. Но холодник я еще никогда не готовила. Журик мы освоили с Алехандро. Кстати, очень вкусный суп, мы прямо его частенько готовим. Но холодник я еще ни разу не готовила. Это, конечно, так просто. Просто мы щавель купили, залили в воде. Ну, такой бульончик сделали. Добавила туда яйцо, вот видно, огурчик. И все, ждем, пока он остынет. Это так вкусно. Кто любит щавель, тому точно понравится. Ну и к супу мы, конечно же, приготовили картошечку. Сейчас ждем, чтобы она остыла. И потом ее на сковородке так обжарим, знаете, с маслицем, чтобы она с такой корочкой была аппетитной. Класс. Мы опять в Икее, ребят, узнаете? Я не узнаю, потому что тут первый раз. Вот так возвращают в Это Икее. клиентский Да. сервис, тут возврат и все такое. Вот так в Икее возвращают всякие посылки, ну не посылки, а то, что купил в Икее, короче, вот так возвращают в этих вот кассах. И мы пришли тоже, нам надо вернуть подушку, и подушка мне не подошла, короче, возвращаю, слишком твердая. Ну да, там отзыв был, Ну. что кому-то твердое. Мне Нет, твердо, да. мне твердо. И вот у нас тут подушка, которая мне твердая, и еще Просто мы ошиблись Простынь. с размером, Она мы там были лежит. уверены, что у нас такой матрас. ну да. Но у нас нестеты. Я перепутал с тем, как у нас есть одна простынь была от хозяина большая, вот больше. И одну мы купили правильного размера. Мгм. Или была правильного размера. Нет, она была большая. Нет, мы От одну хозяина? мы купили правильного Да. размера, а сейчас я перепутал с той. Ну, короче, Короче, мы просто перепутали сейчас размеры, будем ребят. возвращать Ну. большую и пойдем брать маленькую. Да, сейчас Чупи покажу. Ку-ку. Чупи. А вот и Чупи. Как всегда, спокойненький собачка. Ему нравится в этом рюкзаке. Он привык. Ребята, мы пришли домой. Посмотрите, как мы завесили, и у нас вот такой тенек, и это супер крутое решение.
Класс. Кто-то не дает говорить. Супер крутое решение завесить. Конечно, оно и так жарко, но у нас вот там балкон открыт. Но из-за тенька у нас как-то поприятнее. Вы не представляете, какую вонючку он жует. Вот эта вот нога куриная, она такая тухлая. И не знаю, но ему так вкусно, он так любит. Она воняет ужасно. Все так вкусняшки воняют. Ну прям... Как будто ее и не мыли, не мочили, там ничего не делали. Ну, короче, она попахивает прям трэш. А так как мы приехали с магазина, и у нас тут куча всего, покажу, что купили. Во-первых, мы купили вот такую подушку. Одну, у нас одна есть, а вторую нет, чтобы на балконе сидеть мягко было. На стуликах в юске 8 злотых вот такая. Просто подушка. Ну, мы самую дешевую взяли, потому что мы на балконе-то редко. Да и для балкона подушка не обязательно luxury. Так, и следующее. То, ради чего мы ехали, это поменять в Икее вот эту простынь на другой размер. Сашка выбрал ее по-быстрому. Ну, мы взяли точно такой же, 140 на 200. В смысле, точно такой же цвет, но размер мы взяли другой. Конечно же. Потом мы зашли в Leroy Merlin и взяли вот такую доску. Стоила она 35 злотых. Но у нее классно, что она такая прорезиненная. Наша, она, ну, такая пластмассовая и противная. Я выбирала... Она уже противно пахнет. Хотя я рыбу никогда не режу на, ну, вот на основной доске. Но все равно она уже, знаете, такая не очень. И плюс она там неудобная. Короче, она тоже икеевская, самая дешевая, она не очень. Так, про которую я старую рассказываю. Это хорошо. И плюс тут есть, что можно мыть эту доску в посудомойке. Это очень важно, потому что я уже отвыкла мыть посуду вообще. Так, ну и следующее, мы зашли в Бедронку и взяли капсулы Ферри. Ой, Ферри, говорю, как они их там? Блин, я только что узнала, что это Тайд. А тут называется Визор, а у нас, Саша сказала, в русских странах называется только Тайдом. Ну ладно, короче, неважно, 50... За 50 капсул мы отдали тоже около там 25, нет? 30. Короче, 27. Точно вспомнила, 27. Ну, такие покупки. Но главной целью нашей поездки была Икеа, и мы возвращали свои неподошедшие товары. Поскольку прошло уже там больше 2 недель, деньги вернуть именно на счет нельзя, с которого была оплата. Нам дали вот такие карточки с возвратом денег. Ими можно оплачивать разные покупки, их можно как использовать совместно, 2 на одну покупку, либо их можно делить частями. И я так понял вообще, что эти карточки, они как бы, ну, нет у них срока действия, то есть они действуют сколько нужно. И вот мы купили, получается, простынь, которая нам нужна. Мы еще при этом получили купон, когда заказывали кресло и подушки. Был купон от 500 злотых, купон на 50. Мы сегодня его потратили. И потратили еще 10 злотых вот с этой карты. И взяли себе новый пододеяльник. При этом заплатив, ну, ничего не заплатив, только потратив вот чуть-чуть денег с этой карты. И у нас еще больше 100 злотых получается вот здесь на картах, так что будем еще пользоваться. Вообще сервис в Икее это вышка. Очень все классно, организовано, очень доброжелательно. Вот у нас были проблемы с применением этого купона на 50 злотых. Мы не знали, где его найти, но оказалось очень просто. Нам на кассе уже помогли. Вообще все идеально. Советуем Икею, если кто-то еще не знал, что это классная штука.